Привет, друзья! Любите торт Эстерхази, но боитесь, что он у вас не получится? Попробуйте приготовить мой вариант торта Эстерхази без выпечки коржей. Уверена, что у вас все получится. Поверьте, вы очень удивите своих домашних и гостей умением готовить такие изысканные торты. Ведь торт получается невероятно нежный, неприторный и с фантастическим вкусом. И при этом вам необходимо только лишь сделать вкусный, правильный крем. Ну и давайте займемся кремом. Ставим молоко на плиту закипать. Тем временем высыпаем в чашу сахар, ванилин, крахмал и перемешиваем до однородного состояния. В другую чашу вбиваем 2 или 3 яйца, это зависит от размера яиц, и размешиваем их до однородности. Добавляем к яйцам молоко и снова размешиваем. Выливаем яично-молочную смесь в сухую составляющую крема через сито, чтобы пленочки яиц не попали в крем и крем получился однородный. Размешиваем получившуюся массу до однородности. В молоко, которое вот-вот закипит, аккуратно, тонкой струйкой вливаем получившуюся смесь. На небольшом огне варим крем до загустения, постоянно помешивая, чтобы крем не пригорел ко дну. Как только появятся первые так называемые бульки, выключаем плиту. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и оставляем до полного остывания. Чтобы было быстрее, можно охладить крем на холодной водяной бане. Когда заварная часть крема остынет до комнатной температуры, можно продолжать делать крем. В чаше взбиваем размягченное сливочное масло в течение 2-3 минут до легкой пышности и побеления. Масло и заварная часть крема должны быть одинаковой температуры. Теперь постепенно по 2-3 столовые ложки вводим заварную часть крема в масло. Крем уже не взбиваем, а перемешиваем на небольших оборотах миксера. Сильно крем взбивать нельзя, так как крахмал имеет свойство отслаиваться при интенсивном перемешивании, и крем не получится однородный и гладкий. Вот такой красивый и, поверьте, очень вкусный крем у нас получился. Ну а теперь главная интрига торта Эстерхази без выпечки. Делать торт мы будем, используя печенье с кунжутом. Поскольку коржи для торта Эстерхази можно делать не только с миндальной мукой, я решила, что кунжут тоже будет неплохо смотреться в качестве вкусовой добавки. Для сборки торта нам понадобится кольцо диаметром 18 см, которое я изнутри проложила пленкой, чтобы потом можно было легко извлечь торт из кольца. Также сделала подложку для торта из картона и обернула ее фольгой. Выкладываем на дно получившейся формы кунжутное печенье в один слой. Пустоты между печеньями можно заполнить небольшими кусочками печенья, а можно положить печенье немного внахлёст. Теперь наносим слой крема на эти печенья. Для удобства я переложила крем в кондитерский мешок. У нас получится 4 слоя печенья, поэтому на один импровизированный корж необходимо нанести всего 1/4 часть крема. На крем снова выкладываем слой из печенья, можно немного внахлёст, и снова покрываем слой из печенья слоем крема. Таким образом собираем весь торт. Как я и сказала выше, у меня получилось 4 слоя печенья. Закрываем последний слой из печенья кремом и оставляем торт при комнатной температуре на 3 часа, чтобы печенье пропиталось кремом. А затем убираем в холодильник. Я просто убрала торт в холодильник на ночь, а утром только украсила его. После того, как торт настоялся и крем застыл, снимаем кольцо с торта и аккуратно убираем пленку. Мокрой лопаткой я слегка выравниваю верх торта. Поскольку Эстерхази – это ореховый торт, бока торта я обсыпаю измельченными грецкими орехами. Если у вас есть миндальные лепестки, можно бока торта украсить ими. Теперь верх торта необходимо покрыть белой глазурью. Берем белый шоколад, добавляем в него сливки жирностью не менее 30% и нагреваем в микроволновой печи. Затем как следует размешиваем массу до однородности. Затем даем глазури остыть, чтобы она была только лишь слегка теплой. Наносим аккуратно глазурь на поверхность торта. Разравниваем ее с помощью лопатки. Заранее приготовьте растопленный молочный шоколад в кондитерском мешке или просто полиэтиленовом пакете, чтобы сразу же после нанесения белой глазури можно было украсить торт рисунком, являющимся визитной карточкой торта Эстерхази. Обращаю ваше внимание, что шоколад и глазурь должны быть теплыми, и шоколад не успел застыть, иначе не получится сделать рисунок. Из шоколада делаем спиралевидный рисунок на поверхности глазури, а затем с помощью зубочистки или шпажки делаем паутинку. Сначала от середины к краю торта, а затем наоборот, от края к центру. Готовый торт можно убрать в холодильник. И поверьте, у меня не хватает слов, чтобы выразить, как это вкусно. И получилась идеальная гармония вкуса и нежности. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас вышло. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита. Пока-пока!